А вы уже сделали переход? Ну, если не сделали, тогда... Заканчивайте переход. Друзья, привет! С вами Фавионыч. И сегодня не длинный выпуск, но посыл этого видео, посыл этого выпуска касается нашего общего канала F1, теперь он называется, на канале Telegram. 9 числа заканчивается отбор работ для конкурса «Лучшая фотография года» 2022 года во Flickr. И в этом году конкурс Flickr позволяет вам разместить до 5 фотографий в 5 разных темах. То есть в каждой теме по одной работе. Поэтому, соответственно, в каждой из этих категорий будет разыгрываться призы. Мы вернемся к истории, как появилась цифровая фотография, и поможет нам даже не фотоаппарат, а в некотором роде устройство, которое сделал Стив Джобс и анонсировал его в октябре 2001 года. Это был первый iPod, который перечеркнул в дальнейшем всю музыкальную индустрию. Вы знаете, что потери компании Sony, которая главенствовала в этом направлении, составили просто катастрофические. И сейчас это уже практически нулевые. След за этим устройством, которое не имело тогда еще камеру, хотя первое устройство от Apple у Фавионыча был iPod Touch, на котором я делал фотографии. Так вот, к чему я все это говорю? Практически сразу, через некоторое время, появилось вот такое устройство. Это один из первых цифровых фотоаппаратов компании Toshiba в Японии. Он был анонсирован в феврале 2002 года, практически сразу же, с сенсорным экраном, с разрешением всего 2 мегапикселя. Он работал от обычных пальчиковых батареек, то есть никаких специальных литиевых аккумуляторов здесь не требовалось. Обычная SD мультимедиа карта. До сих пор это устройство функционирует. Называлась она Sora T10. Здесь будет подсказка про видео, где я рассказываю про эту камеру Sora мыльниц, так называемых. Основной рынок этих устройств был, конечно, Арабские Эмираты, то есть дорогие камеры, а на тот момент это в районе $300. Это не дешевое устройство, за эти деньги можно было купить пленочные камеры. Так вот, конкурс, который объявлен во Flickr, еще параллельно будет конкурс от Фавионыча на канале F1 в Telegram, где вы можете анонсировать и представить свои кадры, которые сделаны не на современные фотоаппараты, о которых у меня множество выпусков. Пожалуйста, зайдите в эту группу, подпишитесь. Здесь, в этой группе, находятся только люди, которые подписаны на Фавионыча, соответственно, интересуются фотографией, так классической, так и цифровой, и прочими экспериментами. И можете разместить свои работы. Заодно, скажем так, может быть, написать что-то интересное по поводу именно старых камер. И с учетом того, что интерес к старым камерам все больше и больше возрастает, не только фото, но и видео, для того, чтобы хоть какой-то посыл вам был, я прикреплю вам несколько фотографий, которые я сегодня разместил во Flickr. Они сделаны на Action Cam AS200. Это 10-летняя камера для видеосъемки, которая тоже может снимать фото. Поэтому кто считает, что камера самое главное в руках фотографа, нет, друзья. Это, собственно говоря, фотограф. Поэтому, ну и напишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. На данном этапе мы находимся в той ситуации, в которых находилась фотография как раз в начале 20 века, когда появились вот эти камеры цифровые. Первые цифровые камеры, которые снимали очень плохо с точки зрения, но они победили только благодаря тому, что человек, нажав кнопку, получал сразу же результат. То же самое произойдет с видеокамерой, я вас не сомневаюсь. Как только камеры научатся сами строить ракурсы, красивые сцены, они это уже могут. Как только они начнут делать художественные переходы, всевозможные титры, распознавать звук, музыку, то есть, грубо говоря, заменят полностью все аппаратное и программное обеспечение для монтажа блогера. Вот тогда и начнется все самое интересное. Мы с вами становимся свидетелями, что это происходит на наших глазах. И спасибо тем друзьям, которые написали множество комментариев про мое видео мобилографии, друзья. Тело мобилографии все более и более актуально, и уже не только серьезные игроки заявляют о том, что через некоторое время видеокамеры практически бытовые и все, что делается для блогеров, будут вытеснены смартфонами. На сегодня это все, друзья. Что вам пожелать с Фавионычем? Заканчивайте переход. С вами был Фавионыч. Пока.